конкурсе красоты, таланта и грации «Мисс и Мистер Университет 2018». Самое зрелищное и фееричное шоу уходящего года будет радовать вас сегодня весь вечер. Уважаемые гости, сегодня на этой сцене для вас будут по-настоящему сиять 14 самых очаровательных и обаятельных девушек, а также 14 самых мужественных юношей нашего университета! И сегодня мы узнаем, кто же станет самым достойным, лучшим из лучших, кто по праву может называться «Мисс и Мистер Университет 2018». И весь вечер с вами «Мисс Университет 2012», «Мисс Грация Студенчества России 2015» Анастасия Левина. И, конечно же, мой незаменимый и неподражаемый соведущий, призер «Мисс и Мистер Университет 2016» Никита Самоцвенов. Ваши аплодисменты. Ну, а решать, кто же станет главными героями сегодняшнего вечера, будет наше многоуважаемое жюри. Мы просим вас громко аплодировать. Внимание! Создатель и вдохновитель конкурса «Мисс и Мистер Университет», режиссер первых конкурсов, председатель жюри Республиканского фестиваля «Студенческая весна», председатель Федерации студенческого самоуправления Бурятского государственного университета с 2008 по 2011 год Александр Малканов. Аплодисменты громкие! Краса Бурятии 2010, Мисс Азия, Мисс монгольских наций и просто очаровательная и красивая девушка Алена Бубеева. Не менее очаровательная звезда бурятской эстрады, победительница конкурса «Голос Бурятии» Сарюна Маджимаева. Заслуженная артистка Республики Бурятия, солистка Национального театра песни и танца «Байкал» Валентина Юндунова. Чемпион первой лиги Международного союза КВН, чемпион телевизионной премьер-лиги, участник команды «Карамарин» Валерий Гуляев. И, наконец, Мистер Университет 2016, председатель Федерации студенческого самоуправления Бурятского государственного университета и председатель нашего жюри Ананда Ачиров. Ну что ж, жюри представлено. Мы просим наших почетных гостей занять свои места. Конечно, под ваши несмолкаемые аплодисменты. Ну, не будем тянуть интригу, мы все очень долго ждали, поэтому проводим наших участников готовиться к первому конкурсному выходу. Шоу просто не могло состояться без наших партнеров, а именно Магазин аксессуаров для мобильных устройств GSM, торгово-развлекательный центр «Пионер», фитнес-центр CB, косметический магазин «Тони Молли», отбеливание зубов Brilliant Smile, галерея Льва Бардамова, салон лазерной эпиляции Studio S, первичная профсоюзная организация Бурятского государственного университета, магазин спортивной обуви Sneaker Town, автошкола «Алим»,
Шоурум женской одежды Take Away. Караоке-клуб «Винил». И школа красоты и стиля «Помада». Ваши аплодисменты нашим партнерам. Ну что ж, Никит, я думаю, нашим гостям нужно устраиваться как можно поудобнее и, конечно же, вести себя громко-громко. Мисс и мистер Университет 2018 стартует под ваши громкие аплодисменты! БГУ, всем привет! Окей, немножко представлюсь. Меня зовут Игорь, псевдоним мой Игро. И знаете, когда сюда я приехал, мне такая была интересная мысль возникла о том, что каждый здесь выступающий, выходящий, достоин на самом деле внимания и больших-больших оваций от вас. Вы готовы им дарить сегодня это? Но кто-то готов, кто-то не готов, кто-то еще приготовится. Окей. А я хотел бы пожелать вам также сегодня не бояться трудностей, не бояться каких-то своих страхов и делать сегодня что-то хорошее, преодолевать эти трудности. И первый трек, который я буду здесь исполнять, называется «Времени в обрез». Кто слышал, кто знает. И я хотел бы, чтобы вы мне помогли в этом. На раз, два, три скажем «Времени в обрез». Раз, два, три, времени в обрез. Еще раз. Раз, два, три. Я думаю, вы будете громче вместе с музыкой. Поехали. Ну и, конечно же, нужно здесь шуметь, нужно здесь кричать и что хотите делать. Это игру, руки вверх, про, без бороды, только факты. Вера в огонь, сердце огонь, настроим разгром, здесь жарко. Пусть время проходит, собаки пусть лают, но выиграл наш не угасает. Живем по благодати, нет установлять. Рвать на привет! И кто ты, что ты помнишь, что ты говорил в детстве? Достиг ты вышки, стал ты пешкой или сидишь в резерве. Но время покажет, что тебе ты скажешь, когда ты мечту пристанешь. Будешь ты смелым, взять ее первым, или опять мотаешься. Куда опять полез? Не слушай этих пьес, мы снова это блеск. Ты был там на этой игре, ты был сегодня треск. Ты смотрел скорее, вы готовы? Эй! Раз, два, три, времени в обрез. Поднимайся, эй! Эй! Времени в обрез. Давай, давай вместе со мной, БГУ, на раз, два, три. Раз, два, три, времени в обрез. Эй, эй, эй! Качай, 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 эй, эй! Расскажи. Времени в обрез, и жизнь покажет, где монтажи. Ты не смотри, вино искрится, но заразно. Ты делай дело смелое, пусть посмотрит дважды. Друг будь смелым, лев молчит, собаки лают. Мой альбом снова битый листы, вновь пишут правду. Уж ты забыл, когда здесь был за свое, собираясь с ломбарда. И ты не забудь, кто приметь путь, вместе с тобой снова жарко. Ярко гори, и не сгорай, пусть даже ты. Куда опять? Ну не нужно все вместе, вы все. Мы снова это пес. Ты был там на этой игре.
Давайте еще раз поаплодируем нашим артистам. Они не хотят выходить без ваших аплодисментов. Пришло. Наконец-то пришло время познакомиться ближе с нашими прекрасными и очаровательными девушками-участницами. Встречайте, первый конкурсный выход. Визитка девушки. Thank you.
Челла. Номер 3. Тупного Саяна. Женственная и искренняя. Саяна мечтает увидеть северное сияние. Под номером 4 Церепилова Ирина. Добрая и отзывчивая. Цель Иры – найти дело жизни, которое оставит после себя след для поколений. Номер 5. Локтева Наталья. Целеустремленная и коммуникабельная девушка. А мечта Натальи – получить второе педагогическое образование и открыть частную школу. Номер 6. Родная Бабае. Активная, творческая и креативная. Заветная мечта – стать востребованным юристом. Встречайте, номер 7, Ирина Анастасия. Настя – энергичная девушка, душа компании. Мечтает совершить прыжок с парашютом. Под номером 8 Кагоева Снежана. Милая и душевная. У Снежаны есть мечта – отправиться в кругосветное путешествие. Номер 9, Рантарова Александра. Искренняя и воспитанная. Самая заветная мечта Саши – иметь способность путешествовать во времени. Номер 10 Ачирова Юлия. Целеустремленная, творческая и активная личность. Юлия мечтает стать ученым в области медицины. Номер 11, Цезенова Лагдена. Напористая, независимая и по годам мудрая. Цель – путешествовать по миру, а после вернуться в свой собственный уютный домик на Байкале. Под номером 12 Томеева Юлия. Обаятельная, веселая и дружелюбная. Юля хочет выучить как можно больше языков и покорить гору Килиманджаро. Номер 13, Унагаева Влада. Отзывчивая и веселая девушка. Главная мечта – всегда иметь источник вдохновения и всегда достигать поставленных целей. Под номером 14 Даша Царевнова Юмжин. Юмжин невероятно обаятельная, а мечтает она иметь крепкую семью и завести щенка Хаски. Группа, держите своих участниц! Ну что ж, спасибо девушкам за яркое открытие. А сейчас давайте встретим наших юношей-конкурсантов еще более бурными аплодисментами. Встречайте, визитка юноши! Fire.
и взять в жены агинскую красавицу. Под номером 6 Деревцов Илья. Илья творческий, общительный и веселый молодой человек. Мечтает стать большим артистом. Номер 7. Коноваленков Сергей. Спортивный парень с отменным чувством юмора. Сергей мечтает посетить музыкальный фестиваль Burning Man. Под номером 8 Подмажахов Жамсо. Веселый и общительный. Мечтает о планете Жамсленд, где все люди будут говорить только на бурятском языке. Встречайте номер 9. Балсанов Сергей. Сильный, толерантный, отзывчивый. Цель Сергея стать знаменитым фотографом. Номер 10 Цидиков Максим. Добрый и пунктуальный. Мечта разработать лекарства от всех болезней. На сцене номер 11 Кобелев Дмитрий. Творческий молодой человек. Заветная мечта добиться высот в профессиональной деятельности и благополучия в личной жизни. Номер 12 Шампалов Евгений. Жизнерадостный и ответственный. Жили мечтает приобрести дом на колесах и проехать на нем с друзьями по всей России. Номер 13 Чупреев Егор. Щедрый, верный и общительный. Заветная мечта не жить в серости. И номер 14 Сороковиков Александр. Пунктуальный и отзывчивый молодой человек. Саша мечтает стать отцом целых 10 дочерей. To come over. Ваши бурные аплодисменты! You're bad enough to me, bad enough that we always have something to give. Аплодисменты нашим юношам! Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем нашим юношам! Настя, а сколько планет в Солнечной системе? 8. Что? Скажи 8. 8? 8 аплодисменты! Вот видите, Настя знает. Надеюсь, наши участники тоже очень много чего знают. Может быть, мы это проверим? Ну, давайте проверим. Интеллектуальный конкурс! Какие у нас сегодня активные болельщики! Да, я думаю, участники очень рады своим болельщикам. Давайте еще раз громкие аплодисменты! Я очень надеюсь, что это поможет нашим первым участницам, которые открывают интеллектуальный конкурс. Ну что ж, давайте приступим. Поздоровайтесь со всеми и представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Ксения, очень приятно. Для вас вопрос такой. Ксения, что для вас значит счастье? Для меня счастье в первую очередь это быть здоровым, видеть улыбки родных и любимых. Счастье для вас – это здоровье своих близких, правильно понимаешь? Да, конечно. Замечательно. Ну что, это исчерпывающий ответ, Никит? Я думаю, засчитано!
Рассчитано. Отлично, давайте двигаться дальше. Участница под номером 7. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Ильина Анастасия. Хорошо, Анастасия, для вас такой вопрос. Почему именно вы достойны стать мисс университета? На мой взгляд, я достойна стать мисс университет, потому что я обладаю иронией, могу посмеяться над собой, имею высокий уровень эмпатии, я справедлива, ну и Анастасия говорит профессиональными терминами. Уважаемый жюри, у вас есть такие пункты в оценивании? Есть? Отлично, я думаю, у тебя все получится, Анастасия. Аплодисменты! Следующая наша конкурсантка. Здравствуйте, представьтесь. здравствуйте, меня зовут Мария. Маша, очень приятно. Вопрос такой. Представьте, если бы вам вот просто так взяли и подарили 3 миллиона рублей. На что бы вы их потратили? И почему? Я бы купила себе квартиру. Аплодисменты! Отличное желание! А где, если не секрет? Где я в дальнейшем буду жить, когда окончу учебу. А где? Ну, это посмотрим дальше. Ну, надеюсь, в Бурятии? Я тоже на это надеюсь. Где-нибудь в Волге, наверное. Замечательно, аплодисменты. Спасибо, Маша. Хорошо. Пришло время для участницы номер 6. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Родная Баира. Родная Баира. Хорошо, Баира. Вопрос для вас. Ваше самое смелое решение в жизни и почему? Наверное, самым смелым решением в жизни было 2 года назад переехать в город Иркутск. Я закончила там колледж. И почему оно было самым смелым? Потому что я оторвалась от своего гнездышка, от своей семьи. Все. Как вы думаете, насколько скоро вам придется принимать такое же серьезное решение? Надеюсь, не скоро. Надеюсь, не скоро. Хорошо, аплодисменты! Следующая участница. Как вас зовут? Здравствуйте, Саяна. Саяна. Аплодисменты Саяне. Саян, вот начну с такого. Давайте перечислим, какие чувства есть у человека. Их, кажется, 5. Да, все верно, их 5. Это слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Замечательно. А вот я, конечно, понимаю, что они все очень важны, но, может быть, есть одно такое, которое важнее всего. И почему? Можете нам рассказать? На самом деле трудновато выделить что-то одно, ведь это все в совокупности важно. Но я выделю зрение. Почему? Потому что человек должен видеть красоту природы, красоту людей, вещей. Должен видеть, как растут его дети, как меняет цивилизация мир. То есть это наиболее важное чувство, на ваш взгляд? На мой взгляд, да. Аплодисменты? Я думаю, это очень достойный ответ. Участница под номером 5. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Лоптева Наталья. Какие крутые у вас болельщики. Хорошо, вопрос для вас. Профессия вашей мечты. Как вы представляете себе свою будущую работу? Вот вы говорите, какая хорошая у меня группа поддержки, какие у меня болельщики. Они представляют студенческие педагогические отряды. И мечта моей жизни – это получить профессию педагога. Профессия моей мечты – учитель математики и физики. Просто слоган, да? Действительно, рекламный слоган. Хорошо, хорошо. Что такое МЦ в квадрате? Что еще раз? МЦ в квадрате? МЦ в квадрате? Да. Хорошо, на самом деле так сразу и не вспомнишь. Ничего страшного, давайте двигаться дальше. Итак, завершает семерку первых участниц Ирина. Ирина, ваши аплодисменты.
нас что-то там, это не про нас. Вопрос философский. Что бы вы сделали, если бы узнали, что сегодня последний день вашей жизни? Давайте поаплодируем. Если бы я узнала то, что сегодня последний день моей жизни, то я абсолютно провела бы его рядом со своей семьей, потому что для меня это опора, поддержка, для меня это все. Аплодисменты. Да, время, проведенное с семьей, наверное, бесценно. Да, на самом деле я бы тоже бы так сделал. Аплодисменты нашим участницам. И мы провожаем их за кулисы, встречаем следующих. Юноши, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дабаев Дылгыр. Дылгыр, вот всем очень интересно, мне тоже очень-очень интересно. Расскажите о ваших планах на ближайшие 5 лет и, собственно, кем вы себя видите? Ну, к сожалению, у меня конкретного плана на 5 лет как такового нет, но я разносторонняя личность, я буду двигаться только вперед. К своей заветной мечте. А какая она? Заветная мечта у меня основать благотворительный фонд и помогать нуждающимся. Ну, это похвально, поаплодируем. Гылгыр, можно вопрос? А как бы вы назвали свой благотворительный фонд? 3D. 3D. А почему? Дабаев Дылгыр Дайразаевич. Аплодисменты! Я думаю, это вполне исчерпывающий ответ. Хорошо. Мы двигаемся дальше. Участник под номером 7. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Сергей, аплодисменты! Хорошо, вопрос для вас. Почему именно вы достойны стать министром университета? Довольно-таки хороший вопрос. Конечно, хороший. Я шел к этому титулу 1,5 месяца. Сегодня я готов порвать этот зал. Хорошо, Сергей сегодня порвет этот зал! Можно? Можно. Спасибо. Добрый вечер. И как вас зовут? Золото. Золото. А расскажите, пожалуйста, нам о фильме, который произвел на вас, ну, какое-то вот незабываемое, неизгладимое впечатление. И, может быть, поделитесь, почему? Фильм называется «По соображениям совести». Кто смотрел, знает. Поднимите руки, кто смотрел. О, есть такие. Почему? Потому что человек себя не дал, как сказать, взять оружие человек. Его заставляли, но он старался людям помогать, лечить, не стараясь взять оружие и убивать. И это мне понравилось, потому что человек не сгибается. То есть фильм о сильном волевом человеке. Сильная воля – это есть какой-то тоже часть твоего успеха. А вы таким являетесь? Да. Замечательно, поаплодируем. Спасибо большое. Участник под номером 6. Представьтесь, пожалуйста. Всем привет, я Илья Николаевич. Илья Николаевич. Никита Родионович. Хорошо, Илья, расскажите, пожалуйста, без чего человеку невозможно жить? Может быть, это какая-то вещь, какой-то предмет или качество? Не, ну, по классике его не можешь жить без кислорода, но
Наверное, без мечты, без цели, потому что если человек ни к чему не стремится, а не развивается и стоит на одном месте, то, можно сказать, он не живой. Довольно исчерпывающе. Я больше не могу придумать дополнительных вопросов. Аплодисменты, Илья! Следующий наш участник. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Илья. Илья очень переживает, давайте его будем поддерживать. Илья, вот такой вопрос. Представьте, что вам поручили отправить послание потомкам в 2018 год. Что бы вы написали или, может быть, положили в капсулу, допустим? Ну, я бы, наверное, отправил сначала записку, как я прожил свою жизнь с самого детства, ну и до сегодняшнего дня. Если бы это вот именно сейчас бы нужно было, я бы сейчас бы передал бы все эмоции, видео, как сейчас проходит весь конкурс. Это похвально, поаплодируем. У вас есть еще мысль? Чтобы через 1000 лет мисс и мистер университет был такой же крутой, как и сейчас. Да, может быть. Хорошо, участник под номером 5. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Абакшинов Иван. Иван, какой бойкий, он мне микрофон схватил, так? Давайте дальше. Что вас вдохновляет и заставляет двигаться вперед? Во-первых, меня заставляет двигать вперед. Это мое окружение, мои друзья, родственники, мои близкие, мои родители. Они помогают мне идти к новым целям, к моим новым мечтам и ко всему, к чему я стремлюсь. Хорошо, Иван, есть что-нибудь, к чему вы стремитесь в данный момент? Построить дом на левом берегу. И найти агитскую красавицу. Про ленд-крузер не забудь. Ленд-крузер, да. Ну что, аплодисменты? Аплодисменты. Завершает первую семерку юношей. Максим. Максим, аплодисменты. Максим, вам очень интересный вопрос. Какой из 4 стихий вы бы хотели стать? Вообще, какие 4 стихии у нас есть? Вода, воздух, огонь. И земля? Да. И земля. Земля, аплодисменты! Максим знает! Ну что ж, Максим, какой бы вы хотели стать? Наверное, водой. Потому что вода, она бывает прям как мой внутренний мир. Я бываю очень спокойным, как океан, когда хорошая погода. Бываю очень и очень взволнован. Иногда просто эмоции переполняют меня, это как ураган. Никита? Для меня довольно исчерпывающее. Вопросов больше нет. Да, провожаем наших участников, встречаем следующих. Ну посмотрите, какие красотки очаровательные. Заслуживают ваших бурных аплодисментов еще раз. Участница под номером 8. А зовут? Снежана. Снежана. Аплодисменты Снежане. Снежана, начнем сразу. Вот вам попался такой вопрос. Если бы у вас была возможность изменить мир, с чего бы вы начали? Назовите 3 главных момента. Я бы начала бы с природы. С природы. А что именно? Вы, наверное, имеете в виду экологию? Да. Что? Ну давайте, природа, экология. Хорошо, это уже лучше.
ее более чистой, ну, чтобы люди не загрязняли больше природу. Замечательно. Второй момент. Чтобы люди стали намного добрее и никакой агрессии, злости и преступления было поменьше. Отлично. И давайте подумаем над третьим. Ну, чтобы люди больше любили друг друга. Отлично. Чтобы люди больше любили друг друга. Замечательно. Замечательно. Время для участницы под номером 14. Как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Юмжит. Хороший Юмжит. Для вас такой вопрос. Какой ваш любимый литературный персонаж? И объясните, за что вы его так любите? Мой любимый литературный персонаж – это маленький принц из сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький принц ухаживает за розой, которая обижает его своими колкостями и капризничает. Но однажды маленький принц уходит от нее и отправляется в путешествие. Герой привлекает меня своей добротой, простодушием и умом. Он постоянен в своих привязанностях и лишен всяких алчных стремлений. И однажды он находит свой смысл жизни. Жизнь дана человеку, чтобы прожить ее с теми людьми, кому мы нужны. Ведь ни разу не любивший человек не может быть счастлив. Краткое содержание просто для тех, кто не читал. Знаете, Юмжит, в каком классе вы прочитали эту книгу? 8 класс. В 8 классе вы, наверное, написали сочинение по нему. И сейчас пересказали. Отлично! Следующая участница, а зовут ее Александра. Александра. Саша, назовите 3 ваших ближайших цели в жизни. Первое, это, мне кажется, победить в этом конкурсе. Второе, это закончить университет. На отлично. На отлично. И третье, это создать крепкую, любимую семью. Замечательно. Хорошие цели, хорошие планы. Удачи вам! Ну а мы едем дальше. Участница под номером 13. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Влада. Влада? Хорошо. Для вас такой вопрос. Есть такое понятие космическое спокойствие. Обладаете ли вы им? И что вас успокоит, если вы вдруг очень взволнованы? Я не то чтобы обладаю космическим спокойствием, потому что я могу быть очень вспыльчивой, но мне помогает успокоиться просто кружка зеленого чая, спокойная музыка и время, проведенное наедине с собой. Я тоже так делаю. Аплодисменты. Переходим к следующей участнице. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Юлия. Юлия. Аплодисменты Юлии. Поддержим. Юлия, вот всем нам хочется узнать, что для вас важнее в данном конкурсе? Победа или участие? И почему? Для меня важно очень участие, так как в этом конкурсе я нашла себе очень хороших друзей. Они стали частью моей семьи. Аплодисменты. Так, сразу семьи. Кто из них конкретно? Есть такие? Нет, для меня каждый стал очень близким человеком. А хотели бы вы выиграть этот конкурс и завоевать главный титул? Естественно. Вы все для этого сделаете? Да. Аплодисменты Юлии! Добрый вечер. Участница под номером 12. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дамбиева Юлия. Дамбиева Юлия. Для вас такой вопрос. Есть ли у вас кумиры? Кто, как личность, вас вдохновляет? Вообще говорят, что кумиров у человека не должно быть. Но в моей жизни есть такой человек, на которого я стремлюсь быть похожей. Это моя мама. Настя,
сейчас в зале? Да, она сейчас в зале. Можешь передать ей привет? Привет, мама. Скажи, как ты ее любишь. Я тебя очень сильно люблю. Аплодисменты! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сиденова Лагдена. А номер у вас какой? 11. Аплодисменты Лагдене. Лагдена, вот если, конечно, не секрет, но нам хочется всем узнать о 3 ваших желаниях и что вы делаете сегодня для того, чтобы они осуществились. Первое мое желание выиграть в этом конкурсе. Отличное желание. Для его осуществления я сейчас стою на этой сцене Выступаю перед зрителями, да? Говорю в микрофон. Держу руки в замке. Второе мое желание закончить на отлично колледж в ВГУ. И третье поступить в университет престижного уровня. Ну, то есть... Ладно, промолчу. БГУ, это, наверное, вы имели БГУ, да? Ну что ж, аплодисменты! Аплодисменты нашим участницам! Аплодисменты не смолкают! Очевидно, вы Жансон? Все верно. Жансон, вопрос такой, он уже схож и, в принципе, был задан одной из участниц, но, тем не менее, немножечко другой. Если бы вы нашли 5 миллионов рублей, на что бы вы их потратили, как и почему? Очень интересный вопрос, да. Я бы был очень счастлив, если честно. 5 миллионов рублей найти, да? Ну, здесь все просто. Я бы 3 миллиона отдал бы маме, чтобы она там закрыла свои кредиты, ипотеки. 2 осталось. Миллион себе бы забрал бы, миллион отдал бы своим братьям. Замечательно! Логичное распределение средств. А на что бы вы их потратили? Машину купил бы. Land Cruiser. Land Cruiser Prado. А какие номера бы на них были? Какие номера? А какие дадут? Согласен на все, да? Хорошо, аплодисменты Жансон, отличный ответ. Добрый вечер, участник под номером 14. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Хорошо, Александр, для вас очень интересный вопрос. Какая она идеальная женщина? Интересный вопрос. Мне кажется, что идеальная женщина должна, во-первых, обладать женственностью. Во-вторых, идеальная женщина должна обладать взаимопониманием вместе со своим мужчиной. Идеальная женщина должна быть доброй, ну и красивой. Добрый и красивый. А есть у вашей, конкретно вашей идеальной женщины, что-то такое, чего не будет ни одной другой? Ну, наверное, для каждого человека есть такой определенный человек, для которого есть что-то особенное. Назовите это качество, пожалуйста. Ну, я не знаю, я не могу это объяснить, это что-то такое. Наверное, просто Александр еще не встретил свою На идеальную самом женщину. деле, это вопрос очень сложный, это вопрос поиска. Аплодисменты! Итак, следующий участник, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Балсанов Сергей. Балсанов Сергей. Сергей, в этом конкурсе
все-таки хочется победить, раз уж пришли, нужно побеждать. А что для вас конкретно значит победа? Ну, для меня победа — это, как сказать, конец того, что было, всех работ, вот это плодотворное. Но это какой-то стимул, может быть, к движению дальше, или вот какая-то характеристика есть? Ну, просто саморазвиваться, узнать что-то новое, просто... И получить такой приз, как... Приз как победа. Приз как победа, аплодисменты! А ведь когда ты побеждаешь... Победа как приз, победа как приз. Победа как приз, а когда ты выигрываешь, там тебе дают пакет с очень крутыми призами. Так, поехали дальше. Участник под номером 13, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вечер добрый, зовут Чуклеев Егор. Чуклеев Егор. Хорошо. Егор, представь себя вон на том месте. Представь себя членом жюри. На что бы ты обращал внимание в первую очередь, оценивая участников? Ну, в первую очередь я обратил внимание, конечно же, на себя, на то, как я хожу, на то, какие у меня костюмы. Ну, в принципе, посмотрел бы на энергетику человека. То есть, если он реально с задором, если он с искоркой, и как он себя подает, как это выглядит на сцене, то, конечно же, мой взгляд бы упал на него. Задор, искорка. Вот главные составляющие победителя, мистер Университет. Так? Именно так. Отлично, аплодисменты! Следующий участник, а зовут его? Здравствуйте, меня зовут Максим. Максим. Максим, у нас у всех есть желания. И представьте, что у вас есть возможность вот сейчас, сегодня их осуществить. Какие бы 3 желания вы осуществили? Ну, первое желание — это много денег. Второе — счастье себе и своим близким. И третье желание — золотую рыбку. Золотую рыбку. А для чего вам золотая рыбка? Еще желание. А чтобы исполнять еще желание. А потом можно третье желание загадать еще одну золотую рыбку. В принципе, так и бесконечности. Ну, Максим, смышленый, ваши аплодисменты. Аплодисменты. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Джамбалов Евгений. Евгений, смотри, у тебя вдруг появилась возможность прожить еще одну жизнь. Как бы ты ее прожил или кем бы ты в ней хотел стать? Очень интересный вопрос. Знаете, я, как и многие здесь сидящих, всегда задавался вопросом, а что бы было, если бы я сделал какой-то момент по-другому? И, скорее всего, я бы прожил свою собственную жизнь, принимая другие решения. Было бы интересно посмотреть, к чему бы меня это привело. Хорошо, давай я немножко извернусь и задам тебе второй вопрос. Представь то, что ты уже изменил жизнь, и я вдруг снова задаю тебе тот же самый вопрос. А вариантов на самом деле еще много. Я бы еще раз прожил свою жизнь. Хорошо, аплодисменты! Финальный вопрос в интеллектуальном конкурсе для наших участников. И отвечать на него будет... Добрый вечер, меня зовут Кобелев Дмитрий, я представляю исторический факультет. Дмитрий, ну давайте поставим такую хорошую точку в интеллектуальном конкурсе следующим вопросом. А вы, собственно, на него ответите. Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Ой, спасибо, прекрасный вопрос на самом деле. Настоящий мужчина должен быть, в первую очередь, мужественным. Он должен стоять за свою семью, стоять за свою женщину. Он должен быть добытчиком. Он должен, да, реально быть добытчиком для своей семьи. Мужчина должен быть по-настоящему мужчиной. По-моему, с такой подачей я вообще поверила, что вы такой... Вопросов нет, абсолютно. Спасибо нашим юношам. Мы продолжаем их готовиться к следующему конкурсному этапу.
готовиться к следующему конкурсному выходу, встречайте на сцене наших артистов Бурятского государственного университета. Под ваши громкие аплодисменты!
говорили про настоящих мужчин, навеяло меня на мысль. Вопрос задам? Давай. Скажи мне, ты когда-нибудь совершал настоящий героический поступок? Знаешь, был у меня один случай. Как-то раз я прогуливался со своей девушкой по парку. Гуляли теплым осенним вечером, и вдруг на нас напали грабители. Грабители? Грабители? Ты знаешь, я тогда первый добежал до милиции. Ну, знаешь, ты хлюпенький, конечно, какой-то, но я знаю, как тебе помочь, и тебе рядом просто нужна сильная девушка. Ты можешь мне что-то предложить? Конечно, сегодня у тебя есть уникальная возможность увидеть не только красивых, но и сильных девушек. Дефиле «Авангард». Девушки, встречайте! I don't sling or bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing.
загадочных, таинственных представителей мира мистики и ужаса. Холодные создания с бледной кожей и алыми губами, внушающими страх всем окружающим. Это вампиры. Встречайте авангард! Юноши!
очень нужна наша поддержка. Еще раз, чтобы они нас услышали, поаплодировали. Ну что ж, а мы движемся дальше, и сейчас для вас на сцене Бурятского государственного университета артисты. Встречайте.
наших партнеров конкурса, а именно... Украшения из серебра Сваровски. Магазин часов Watch Premium. Подарочные боксы Mimi Box. Мини-кофейни Ciao Bella. Студия загара Solar Beauty. Студия маникюра и педикюра One Luck. Соляная пещера Море Соль. Боулинг-клуб Барракуда. Шоурум стильной одежды Белив. Магазин одежды Street Fashion. Компьютерный клуб Ретривер. Квест-игра «Выход есть». Клуб виртуальной реальности «Портал». Аплодисменты нашим партнерам и спонсорам. Ну что ж, Настя, пришло время для вопроса. Мне? Да. Давай. Скажи, Настя, ты обладаешь какими-нибудь талантами? Ну да, я неплохо пою. Поешь. На фортепиано умею играть. Так. Ну, танцую, так тоже ничего. Хорошо зачитано. У меня не хочешь спросить? Никита, у тебя есть какие-то таланты? Сейчас все будет. Вынесите мне, пожалуйста, 50 бус. Хорошо, спасибо. Унесите, пожалуйста. Я умею управлять людьми. Никита, замечательно.
у тебя, конечно, талант. Но я думаю, наши участники тоже обладают некоторыми талантами. Давайте на это посмотрим. Танцевальное дефиле! Встречайте! Ну что ж, ваши бурные аплодисменты нашим участникам! А мы продолжаем. И на сцене вновь артисты Бурятского государственного университета. Сводит ночь с ума, укрывая темным шелком бульвары и дома. Лишь она в огромном мире одна сейчас не спит. Эхо по пустой квартире от слов его летит, словно птица черная. Прощальная улыбка в глазах его чужих. Встреча их была ошибкой, ошибкой для твоих. Сердце бою отдается любви незнучный свет. Шерсть тихо
тихо, и долгий свет, только сердце шепчет вновь, забудь. Обычная история, прощай, пока не здорово, но сердце все поймет, он больше не придет. Обычная история, прощай, пока не здорово, но нет на сердце зла. Такие вот дела. Было что-то где-то, но не в этом суть. Пусть он помнит это, но ты забудь. Обычная история, прощай, пока так здорово, но сердце все поймет, он больше не придет. Обычная история, прощай, пока так здорово, но нет на сердце зла. Такие вот дела. Обычная история. Обычная история, прощай, пока так здорово, но сердце все поймет, он больше не. Обычная история, прощай, пока так здорово, но нет на сердце зла. Такие вот дела, такие вот дела. Girl, you should know that I can love you. Girl, you should know that I can love you. Pull up on your girl with my roof gone. I'ma pull up on your girl with my jewels on. Pull up on your girl with that heat on. If she ain't on, bitch, the devil all her dreams on. First I beat it from the back, she on top now. She used to wanna be, but she not now. She used to wanna be with you, but it's not now. It's kinda funny how she put herself on lockdown. And now you talking that blah blah blah. I'm being running that blah blah blah. Girl, we too late, it's going da da da. Now you wanna act blah 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 blah. Girl, you should know that I can love you. Girl, you should know that I can love you. Girl, you should know that I'ma fall asleep and then pop the hose in. If you're getting cold feet, I'll make the snow sing. I'ma rest in peace and then pop the cocaine. Pull up on it on the Uber, that's how I do. Turn the D into the D, that's what I'ma do. Turn the D into the D, girl, hallelujah. Treat the little like a pocket like a loser. I don't wanna introduce a girl with a future. She's still cool when it comes to your mood. Girl, bitch, that's what you got to run to you. Girl, you should know that I can love you. Ну что ж, наши выступающие, думаю, достойны громких аплодисментов. Никита, моя очередь. Давай. Я хочу с тобой поделиться. У меня есть мечта. Мечта? Знаешь, о чем я мечтаю? Нет. Я очень хочу побывать в Мексике. Только представь, коррида, быки, жгучие мужчины, горячие женщины. Женщины? И вот особенно этого хочется, конечно, сейчас, когда такие морозы у нас стоят. Ну, Настя, под Новый год мечты должны сбываться.
А чудеса на нашей сцене просто сплошь и рядом. Скажи, Настя, вот ты, когда участвовала в конкурсе, какое дефиле было твоим самым любимым? Ой, ты знаешь, мне кажется, я все вспомню, все наши проходки, все выходы, хотя это было очень давно. Но одно знаю точно, что самым долгожданным был выход в купальниках. Ну что ж, я думаю, и сейчас его ждут не меньше. Настало время для самого жаркого выхода. Дефиле в купальниках, встречайте!
я в восторге, конечно. Это замечательно. Тебе понравилось? Конечно, аплодисменты! Это все прекрасно и здорово, но, Никита, я вынуждена тебя оставить. Хорошо. Справишься один? Да, захвати свою планшетку, пожалуйста. Хорошо, замечательно. Оставляю тебя. Без проблем. Хорошо. Давайте немножко пошумим, аплодисменты! Сейчас я хотел бы просто разыграть небольшой приз. Я же знаю, вы очень сильно все любите призы. Итак, я сейчас разыграю для вас умную ручку Xiaomi. Правда, не знаю, насколько она умная. Пожалуйста, конкурс будет очень простой. Сейчас на экране появится мой номер телефона и мой инстаграм. Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите мои истории. Смотрите, сейчас по этому номеру вам нужно будет написать, какой у меня рост. Кто победит, тому я дам ручку. Время пошло. Так, смс-ки. СМС-ки. Пока ничего не идет. Так, приехала. Первая, вторая. Пишите еще. Так, 100, отлично. Еще. Время еще есть. Так. Отлично. Жду. Мне нужно как можно больше вариантов. Так, 176, 186, так. Кто-то звонит, давайте ответим, не буду. Так. 170, так, я на вас обиделся. Дальше. Хорошо. Давайте остановим конкурс. Итак, стоп. Можно больше ничего не присылать? Так, много мне еще никогда не писали. Так, отлично. Так, еще идут смс-ки, идут. Знаете, выигрывает человек под номером 100. Стоп, я вас потерял. СМС-ки просто непрерывным потоком ко мне идут. Так, наконец-то мы остановились. Итак, у меня есть победитель. Человек с номером 8 914 634 99 51. Пожалуйста, выйди на сцену. Кто ты? Выйди сюда. Где он? Знаете, сколько она мне написала? 188 сантиметров. Это больше всех. Ты выигрываешь в конкурсе по 3 закона! Аплодисменты! И тебе достается такая вот прекрасная ручка. Потом узнаешь, насколько она умная, напишешь мне, номер есть, инстаграм тоже есть. Все, аплодисменты, я провожаю тебя обратно в зрительский зал. Отлично, конкурс завершен, а мы едем дальше. Да, а я вернулась к тебе, Никита. Так, вернулась ко мне. Для того, чтобы мы еще раз всем напомнили, что у нас есть замечательные спонсоры и партнеры, и, конечно же, их поблагодарили. Хорошо, давай. Кто начнет? Давай ты. Итак, один из наших партнеров – Midhouse Roasters. Спортивный клуб «Намто». Салон красоты и косметология Skin Lab. Салон красоты «Секхэм». Рестоклуб «Урбан». Спортивно-тактический клуб «Лидер». Косметология «Счастливые люди». Парикмахерская для мужчин «Бродобрей». И вечернее развлекательное шоу «Тудей». Ваши аплодисменты! Что ж, я думаю, нужно еще... Мы можем отправляться за кулисами? Я думаю, что нет. Нет. Я думаю, Хорошо. что мы должны узнать, чья же группа поддержки все-таки сегодня громче. Так, хорошо. С кого начнем? Участница под номером 1. Где ваши аплодисменты? Участник под номером 1. Давайте так. Пара номер 2. Вот, уже
пришел болеть? Интересно, участница под номером 14? Знают номера. Участница под номером 7. О, даже плакаты принесли. Плакаты, дайте я прочитаю, что там написано. Настя! Настя, ты лучшая! Аплодисменты, Насте! Пара номер 5 есть у нас такая. Так, тут у нас написано Сергей. Сергей или Дылгыр? И Сергей, И Дылгыр! Аплодисменты! Ну что ж, я думаю, все участники у нас готовы. Так? Участники готовы? Наше жюри готово? Если честно, Никит, я, конечно, не завидую нашему жюри, потому что считаю, что все участники очень достойны для того, чтобы носить звание мисс и мистер университет. Но сейчас им будет сложнее вдвойне, потому что во время следующего дефиле девушки докажут, что они настоящие королевы, а юноши покажут, что они истинные джентльмены. Встречайте! Дефиле «Вечерний выход». I get so
концу наша конкурсная программа. Я думаю, что участники выложились на все 100%. Надеемся, что наше жюри успело рассмотреть харизму, энергетику и красоту каждого. Дело осталось за малым, но самым сложным определить, кто же станет мисс и мистер университет 2018 года. Спасибо нашим болельщикам. Ну а сейчас мы приглашаем жюри в совещательную комнату под ваши бурные аплодисменты. Ну, а нам остается лишь ждать и, конечно же, с нетерпением ждать, пока жюри вынесут свое окончательное решение. А пока проводим наших участников за кулисы под ваши несмолкаемые аплодисменты. Еще раз ваши аплодисменты. Это было финальное дефиле наших участников. Ну что ж, участники ожидают вердикта. Ну а чтобы ожидание не было скучным для вас выступят лучшие артисты нашего университета. Аплодисменты!
Это просто бомбовый танец, аплодисменты!
слез. Небо подарило нам драгоценные минуты друг от друга далеко, но я точно не забуду ту просторную кровать и вкус твоих губ. Те воспоминания меня с ума сведут. Я так люблю твои глаза и что их нежный взгляд. Мне не забыть былое, не отмотать время назад. Утопшись в собственных словах, я причиняю боль. Я без тебя не дышу, на раны сыплю соль. Наверное, никогда свое счастье не найду. В душе горит огонь, фея, запускай салют. Не сомневайся, детка, ведь я тебя люблю. Билет в один конец, и я с ней улечу. Я с ней улечу. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, моя боль — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. На небе два созвездия слились воедино, любовь в один конец с ней — это поединок. Моя лайф паутина, где ты моя половина? Вечер у камина, вечно наша жизнь малина. Открой глаза под шум воды, ныряй сюда, подводный мир. Давай, малая, без войны мы полюбили. Я ты дым, потягу сигареты. С ней забудем завтра, так тяжко на рассвете. Вспоминая кадры, просторная кровать и вкус твоих губ. Нежные касания ее быстро разорвут. Ты ласкаешь так, будто богини красоты. Но слезы, ссоры, крики поджигают все мосты. Иди сюда, бэби, будем ночью нарушать сон. Эти стены долго будут помнить этот звон. Никто и никогда не диктует нам закон. А давай скроем наши чувства под моим зонтом. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, моя боль — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, моя боль — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан войны, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны, океан — это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, м
океан любви. Мой океан войны, океан это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны. Моя боль это ты. Мой океан любви, мой океан мечты, мой океан войны. Океан это ты. Ну что ж, это был Эрден Ункуев. Аплодисменты еще раз! Дорогие зрители, ну а сейчас хотелось бы представить вам на экранах видео, в котором наши многоуважаемые постановщики отвечают на некоторые вопросы по поводу конкурса «Мисс и Мистер Университет». Надеюсь, кому трудит вас за душу. Аплодисменты! Внимание на экран! Счастье. Эмоции. Красота. Знаете, очень тяжело это сделать, почему? Потому что очень много сил, энергии, эмоций туда вкладывается, и энергия не надо. Энергия. Я, к сожалению, не участвовала. Да, участвовала. В 2012 году был у меня опыт. Да, я участвовал, это был далекий 2016 год. Это был 12-й ежегодный конкурс красоты. Талантливый град. Красивый, высокий, статный. Был, наверное, был большим, очень загадочным. Сначала такой, наверное, немножко яркий стратопедов, а потом такой Рапунцель. Во-первых, ответственным. Во-вторых, красивым внешне и душой. В-третьих, талантливым. Ну и, наверное, удачи в том числе. Знаете, Бимбо не был одним человеком. Мистер, ну, само название для себя говорит. И я думаю, я уверен, что это
красивые по красоте своей души, по воспитанию, по характеру, и которые очень сильно любят свою жизнь. Конечно, мне очень нравится Анастасия Левина 2012 год. Мне очень нравится Жена Максон 2014. А так вообще на самом деле мне каждому году, что девочка и мальчик по-своему нравится. Короче, из парней больше понравился, запомнился, точнее, да, Саша Липин. Он на авангард вышел в джинсах и в толстовке. Такой новогодний маски тигра пластиковый. А из девочек, наверное, запомнилась мне Салима Рухсан. Конечно, я. Потому что я участвовала. Нет, на самом деле, в 2011 году участвовала Наталья Трубакова, я ее запомнила. Это был 2016 год, и тогда победила пара номер 4. Это Наган Чиров, Инна Тимошенко. И сейчас я нахожусь на позиции организатора, но с очень большой трепетностью я вспоминаю этот год. Мне кажется, наша пара, она вот была вот самая лучшая. При работе с участниками, наверное, скорее всего, найти подход к каждому участнику, потому что люди разные. Много их. Они сами трудность большая, да? А трудности большие, это, наверное, их ноги непослушные. Наверное, у нас не так много времени для того, чтобы раскрыть все таланты и вообще, в принципе, рассмотреть участников наиболее глубже, так скажем. Но вот это, наверное, единственный минус. А так, в принципе, в этом году все ребята очень талантливые, очень дисциплинированные и ответственные. Поэтому нам легко с ними работать. Знаете, трудностей нет. Вот. Мы, спасибо моей команде большое. Да, почему? Потому что мы очень хорошая, сильная, молодая, динамичная команда. И у нас нет такого понятия, как трудности и проблемы. Мне кажется, в каждом участнике я вижу себя. Из этого года не в том. Я вижу себя, вспоминаю именно в тот момент, когда я участвовала 6 лет назад, я вспоминаю себя в номере 1. Ксения. Все те же студенты, все те же инструменты, все то же, что мы делаем сами. То есть своими руками, без детей помощи. И, наверное, он вырастет еще больше, потому что желающих все-таки принять участие очень много. Проект очень такой достойный. Ну, как минимум таким же, как максимум, наверное, это будет масштаб республики. Это такой, это даже минимум, так скажем, через 10 лет. Возможно, и дальше пойдет. На самом деле я не задумывался никогда над этим вопросом. Но если, смотрите, если у меня какая логика, если у нас наша команда, наша организация, как Федерация студенческого самоуправления Бурятского государственного университета, будет жить и передавать из поколения в поколение те знания, те традиции, которые передаются нам на протяжении 15 лет. А нам в этом году 15 лет, то семестр будет с каждым годом расти все органично. То есть, если мы сейчас делаем максимальное шоу, максимальный продукт, то лет через 10 мы, соответственно, тоже умножаем на 10 и получаем просто, я не знаю, как это назвать, это просто феерия будет, и я на это надеюсь. И лет через 10, если вы увидите это видео, надеюсь, вы нас позовете, меня, мою команду, тех ребят, которые здесь сидели. Первое, это, конечно, получать удовольствие. Получать удовольствие, потому что такое мероприятие, такое шоу, это такой проект, который никогда не повторится в твоей жизни, ничего такого похожего больше не будет. Просто быть самим собой. Быть самим собой, быть ярким и не бояться экспериментировать над собой. Я хочу посоветовать ребятам не стесняться себя проявлять. Хочу посоветовать быть при этом собой. Где-то в меру, наверное, быть актером, но все-таки свою индивидуальность нести.
Спасибо большое моей команде за то, что мы здесь сейчас сидим, беседуем. Ну что, вы в режиме 5, 3, 2, 1. Поехали. Ну что ж, очень трогательное видео, у меня мурашки по всей коже. Вы видели реакцию самих участников, они видели это видео в первый раз. Давайте им поаплодируем! Да, лично я, когда смотрел это видео, я испытал весь спектр эмоций от улыбки до... Извините, я опустил слезу. Еще раз аплодисменты за такое шикарное видео, пожалуйста. Ну и мы, наконец-то, продолжаем нашу конкурсную программу. Ну что, ребят, как настроение?
Что за мероприятие? Ну ты чё, мисс и мистер БГУ? Тут самых красивых, талантливых студентов выбирают. Я понимаю, зачем я здесь. Майдар здесь что забыл? Ну в смысле, мистер и мисс? А вы надоели? Я ухожу в лучшую жизнь. Стой, Майдар. Вот теперь можешь идти. Вот Дима. Дима, да? Что ты хотел? Где Майдар в БГУ дверь в лучшую жизнь нашел? Не знаю, он нас, наверное, обманул. Как Яндекс нас обманывает. В смысле? Но он говорит, что найдется все, а мой отец так и не нашелся. О, Майдар! Ну-ка, расскажи-ка нам, как там в лучшей жизни? Ну, не знаю, кулисы как кулисы. Вот у нас в команде адекватные люди есть, нет? Адекватный, да убери палец. Это Бурятия. Погоди, слюной подавился, что говоришь? Ты меня не по миме, я на миме. Ты меня не по миме, я на миме говорю. Давай. Что, ребята, как дела? Ну, нормально, вот я решил зону комфорта покинуть, вот в горы уйду. А я френд-зону решил покинуть. Предложение делать буду. А я подкоп сделал и зону покинул. Да, знакомьтесь, это мой бурятско-чеченский дедушка. Бурятско-чеченский? Чё-то не верится? Я тебе сейчас докажу это, сосунок, смотри. Нырым, хойер, курбан байрам. Вот, дедушка, вот что ты на сцену-то вышел? Так-то я вам помочь хочу. Вы же это, да, потомки Чингисхана, да? Да. Что, давайте этот зал завоюем, да? Да. Представьте себе случай в семье. Мам, можно я собаку заведу? Ну, конечно, сыночек. Мало кто знает, но у Димовочки тоже есть парень. У Димовочки есть парень, тоже есть парень, я же не хвастаюсь. Вот ты моя сладенькая, вот ты моя пумпурушечка. Что говоришь, бежать надо? А так-то беги. Среди нас они точно есть, но они не палятся. Итак, представьте, что один из них все-таки спалился. О, какая девочка, смотри, да, о, девушка. А ты что не посмотрел? А теперь типичная для Бурятии ситуация. Депутат взял на работу свою тетю. Ну, до Гармаха долго говорить не могу, давай пока. Тетя Байрма, чай с молоком можно? Конечно, можно. И мне возьми. У меня тут в принтере бумага закончилась, занесите, пожалуйста. Руки-базуки, что ли, у меня? Сам занесешь? Ну, хотя бы
Про свиней никому не рассказывайте, ладно? Чай мой где? Чай мой где? Что бы хотела сказать в конце? Дорогие участники конкурса «Мисс и мистер БГУ», хотелось бы вам пожелать удачи, сказать, что вы самые красивые, но не красивее нас, конечно. Да, с вами была команда КВН «Сузане». Спасибо! Давайте поддержим,
случайный. Пример простой. Я как виски, а ты как кола, если что. Всем вашим запретам попычал по ветру, попаренные французские типы, техные способы показал, ближайших отелей мы снова раздел, новой постели, танцуем опять. И сияет бокал, как огонь по фэншую, но планты нам мало, на ней дикий цвет ее нижнего белья, в этом лофте свобода для меня, ты как я, бутл с ярким оттенком, разбили до дна, снова у стенки, орет до утра, малая конфетка убивает глазами страстного метка. Я как виски, а ты как кола! Да-да. Все вместе давайте.
Ну что, спасибо. Это студия Эдон за такой прекрасный танец. Аплодисменты. Ну а сейчас я опять бы хотел бы провести небольшой конкурс среди девушек, гостей нашего замечательного шоу. Пожалуйста, 5 смелых девушек на сцену, я вас приглашаю. 5. Мне нужно всего лишь 5 девушек. Так, я вижу, одна уже идет. Еще 4. Девушка, может, вы хотите? Не хотите? Хорошо. Давайте я тогда буду вытягивать. Давайте я позову. Хорошо, я позову вас. Давайте, ну давайте. Хорошо, у нас уже набралось 4 участницы, осталась всего лишь одна. Одна смелейшая девушка. Есть она? Ну, пожалуйста, ну кто-нибудь, выходите, пожалуйста. Пусть будет 6, ничего страшного. В общем, милые дамы, знаете, зачем я вас собрал? Отлично. Сейчас я между вами разыграю импровизированную корону «Мисс Университет». Вы готовы? Сейчас для вас будет очень сложная задача. Нужно будет пройти дефиле.
Сейчас я вам быстренько, буквально на коленях его поставлю. Смотрите, делаем так. Все девушки, пожалуйста, за мной, сюда. Ты стоишь здесь, ты стоишь здесь, ты стоишь здесь. Так. И растянитесь, пожалуйста, на всю длину сцены. Когда начнется музыка, вы все идете вперед. 4 счета. 1, 2, 3, 4. Встаете. И потом первая девушка идет до начала подиума. 1, 2, 3, 4. И встает сюда. После идет по подиуму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делает красивую позировку. Вы готовы? Хорошо. Музыка у нас готова? Вы готовы? Зрители, вы готовы? Отлично. Мисс Университет стартует прямо у вас на глазах. 3, 2, 1, поехали! Делай позировку, делай. Очень рано ушла. Ничего страшного. Поддерживай, Славчика! Отличная позировка! Почему было так тихо? Я не понимаю. Ну, взрывайте зал! Это был Мисс Университет 2018! Хорошо. У нас есть небольшая проблема. У нас отсутствуют члены жюри, поэтому, дорогие зрители, я предлагаю вам выступить в роли жюри. Очень просто. Просто по вашим аплодисментам. Хорошо? Договорились? Договорились? Пожалуйста, дайте шуму за участницу по номеру 1. Отлично, номер 2. Неплохо, неплохо. Номер 3. Номер 4. Номер 5. И, наконец-то, номер 6. Было очень сложно определить, но, по-моему, нам нужно дополнительный раунд между участницей под номером 2 и участницей под номером 3. Я забыл, давайте еще раз участница номер 5. Участница номер 6. Хорошо, выходим. Выходим. И вы тоже. Ну что ж, осталось определить Мисс Университет 2018. По вашим аплодисментам, пожалуйста, участница под номером 2. Неплохо. Участница под номером 3. Участница под номером 5. И участница под номером 6. Хорошо. Тут однозначно победитель. Участница под номером 5. Все. Пожалуйста, вернитесь, пожалуйста, на свои места, те, кто проиграли. Извините, пожалуйста, извините. Я не виноват. Победительница, пожалуйста, останьтесь здесь. Итак, включите
Залюбуется народ. Эх, а на меня и глянется. Да не тебе, болван, достанется! Дождались? Да, дорогие друзья, вот и настал тот самый долгожданный момент, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Ваши аплодисменты, вы же так долго этого ждали! Совсем немного остается до того, как мы начнем церемонию награждения. Но для того, чтобы ее начать, нам нужно пригласить участников на эту сцену. Вы так долго ждали. Ребята очень долго ждали, поэтому аплодируем и встречаем наших участников! It's
мой родной бурятский государственный. Всем привет! Но сказать только есть одно. БГУ всегда был первым и остается. Вы большие молодцы, поздравляю! Только БГУ может себе на мероприятие такого университетского формата заказать самые лучшие экраны в городе. Между прочим, не каждое международное мероприятие, которое проходит у нас в городе, позволяет себе вот такой вот экран, вот такой свет, лучший звук в городе Николай Силин. Но, друзья, это все Бурятский госуниверситет. Ух, ребята, девчоночки зажгли сегодня. Я действительно сидела в жюри и восхищалась каждым из вас. Вы все прекрасны, все огромные молодцы. Конечно, в БГУ просто на уровне огонь! Давайте поаплодируем, молодцы! И знаете, маленькая моя памятка такая. Когда-то давным-давно началась моя карьера постановщика именно здесь, в 2004, господи, я уже такая старая, кажется, в 2004 году, представляете, и как это классно наблюдать рост, это просто вообще офигенно. Я желаю вам продолжать в том же духе, вы все огромные молодцы, и желаю вам удачи. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие конкурсанты. БГУ, хочу вам сказать, что у вас получилось сделать очень достойное шоу. Вы прямо, я была в шоке. От ведущих, от звука, от света, как будто бы я вообще на таких конкурсах не была, из деревни приехала. Но просто хочу пожелать дальнейших успехов и дальше этот конкурс, чтобы процветал. Всем привет! Я сегодня впервые сижу в жюри на «Мисс и Мистер БГУ». Если честно, сегодня, когда дома собирался я сюда, я думал, да что там, наверное, какое-то несерьезное, не глобальное мероприятие, пойду-ка я в толстовке, думал. А потом подумал и решил надеть пиджак. Не прогадал, вообще мощное сегодня мероприятие было. И чисто между нами, да, я один раз сидел на конкурсе «Мисс Тува» в культурке. Ну и не в обиду всем тувинцам, «Мисс и Мистер БГУ» лучше. Большое спасибо! Добрый вечер, БГУ. Добрый вечер, уважаемые участники. Я очень рада снова сегодня здесь присутствовать в качестве жюри, наблюдать за огромной работой наших прекрасных участников, наблюдать за работой и за результатом. Ничего бы этого не было без наших организаторов. Еще раз, давайте поаплодируем нашей федерации студенчества БГУ. Вы большие молодцы. Я еще раз искренне вами восхищаюсь. Вы действительно делаете большое и красивое шоу, зрелищное шоу я бы сказала, на уровне даже всероссийском. Честно говоря, я участвовала на многих конкурсах разного уровня, да, но вот уровень, то, как делает БГУ, это просто нечто. Спасибо вам за энергетику, за дружбу, спасибо. Готовился, хотел сказать, я совсем забыл, разволновался. Хочу, чтобы мы сейчас все вместе, со всем зрительным залом, друзья, можно ли вас попросить всех встать? Пожалуйста. Но прежде чем мы объявим результат, я понимаю, что вы долго ждали, но мы обязаны просто это сделать все вместе. Мы хотим поздравить с 15-летним юбилеем Федерацию студенческого самоуправления БГУ. С днем рождения! Федерация студенческого самоуправления! С днем рождения! Спасибо большое, уважаемые друзья, спасибо большое, уважаемое жюри, спасибо большое, участники. У нас друзья, коллеги, наверное, мы коллеги больше. И спасибо вам большое за этот небольшой, на самом деле, период нашей жизни. Мы вот буквально сегодня собирались с вами, и никто не понял, как это
произошло быстро. У нас 1,5 месяца, вот как 2 щелчка пальца. Друзья, я вижу, здесь очень много сидят родственников, да, и сидят с семьями, поддерживают. Очень много поддерживают одногруппники, друзья школьных годов, наверное, да, там друзья со двора. Знаете, очень много. Мы вчера вот буквально, когда делали все вечером поздно, мы сидели вот и с нашими организаторами, нам, кстати, в этом году 15 лет Федерации студенческого самоуправления. Вот. Спасибо вам большое, что нас поздравили. И мы с ребятами начали друг друга спрашивать, а зачем мы это все делаем вообще? Ну, как бы нам никто не платит, мы за это не берем какую-то плату там и так далее. А все из-за этих, наверное, эмоций. Я сейчас здесь стою и смотрю на полный зал, переполненный зал. Люди стоят и до конца стоят и видят это. Ну и, наверное, это самое чистое, искреннее, то, что может быть вообще в целом в жизни. И очень радует то, что это воплощается в нашем родном Альма-Матер. Спасибо большое нашему руководству Бурятского государственного университета. Спасибо большое Федерации студенческого самоуправления. И спасибо большое мисс и мистер университета 2018. Спасибо большое за это. Ну что ж, а мы благодарим вас, уважаемые жюри, и просим вас занять свои места под ваши громкие аплодисменты! И сейчас на эту сцену мы хотим пригласить партнеров и спонсоров нашего сегодняшнего мероприятия, а именно представителей торгово-развлекательного центра «Пионер», салон лазерной эпиляции «Студио С» и шоурум женской одежды «Take Away» под ваши аплодисменты. Хотела сказать добрый вечер, уважаемые гости и участники мероприятия «Мисс и Мистер Университет». Мы очень рады присутствовать на этом мероприятии. Спасибо большое организаторам за этот высокий уровень. Забыла представиться, меня зовут Антонова Марина, я являюсь представителем торгово-развлекательного центра «Пионер». И мы, в свою очередь, хотели бы наградить ребят в номинации. Двух ребят. Награждается дипломом награждается за победу в конкурсе красоты и творчества в номинации «Мисс торгово-развлекательный центр «Пионер» Анастасия Ильина. Аплодисменты, Анастасия! Анастасия награждается у нас сертификатом в ювелирную сеть салона «Золотая орхидея» на 5000 рублей. Поддержи, это тебе огромный подарок. Спасибо. Было очень сложно выбирать, все ребята очень красивые, очень интересные, мы долго думали, кого же выбрать. И среди мальчиков мы выбрали Егор Чукриев. Аплодисменты, Егор также награждается сертификатом в ювелирный салон. Что ж, мы благодарим представителей от торгово-развлекательного центра «Пионер» за разыгранные номинации. Еще раз аплодисменты громкие! Всем добрый вечер. Я представляю магазин Take Away. И, конечно же, я хочу всех поздравить с этим замечательным днем. Хочу поздравить всех конкурсантов. Я знаю, каково это сложно. В этих конкурсах я никогда не участвовала, но подобные опыты были. И, конечно же, хочу вам пожелать дальнейшего опыта, чтобы девочки на этом не останавливались, покоряли новые конкурсы, региональные, российские, и мальчики, в принципе, тоже. И у нас тоже есть отдельная номинация. Как она называется? Мы решили сделать еще одну звезду. Мы дарим номинацию «Мисс Take Away» конкурсантке под номером 1. Замирева Ксения. 1! Аплодисменты Ксении! Я думаю, она этого заслуживает. Всем спасибо. Мы благодарим наших партнеров Take Away за разыгранную номинацию
и сертификат и переходим. Всем здравствуйте, меня зовут Сусек, я представитель студии лазерной эпиляции «Студио С». Я очень рада присутствовать на этом мероприятии, честно, потому что я выпускница этого университета. Это такой размах. Больше 10 лет назад закончила, но вообще просто потрясли. Я вообще со входа, как мы зашли, вау, вот это уровень. Ребята вообще молодцы. Организаторам отдельно хотелось бы сказать спасибо. Я так поняла, что вы, да, принимали участие. Ну, вообще здорово. Да, всех хочу поздравить с финалом, да, столько времени вы, столько трудов вложили. Я даже смотрю на вас и думаю, сколько вы ночей не спали, сколько вы труда вложили в это все. Молодцы, ребята, пусть ваши цели достигаются, мечты сбываются. А также мы присуждаем свою номинацию. Итак, значит, Мисс Студио С мы решили присудить Шадоновой Марии. Всем спасибо. Ну что ж, мы благодарим всех наших партнеров и просим занять свои места. Ну что ж, как вы все уже поняли, наш конкурс длился в течение полутора месяцев, долгих 1,5 месяцев. Наши участники просто достигали этого дня своим потом и кровью. И сейчас я предлагаю вам просто посмотреть на то, как это было. Внимание на экран! Ну что ж, аплодисменты! Да, небольшой такой флешбэк произошел. Ну что ж. Ну, наверное, теперь настала очередь предоставить ответное слово нашим конкурсантам. Наверное. Давайте предоставим слово нашим конкурсантам. Встречайте! Спасибо большое. Всем добрый вечер. Бурятский государственный университет. Здравствуйте. А что ж, хотелось бы сказать огромное спасибо всем вам, ребят. Всем тем, кто пришел поддержать нас всех, вот этих 28 красивых людей, стоящих на сцене. Вот, и получается от всех участников мимо эти аплодисменты вам, дорогие зрители. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем организаторам, всем тем, кто стоял за помощью всех участников. Спасибо вам большое. Мы очень рады, нам было очень приятно, когда такой огромный, прям переполненный зал был, да, вы не представляете, просто это волнение такое, за кулисами стоишь, капец, как там много народу такой. Вот. Большое вам спасибо, ребята! Но отдельно хотелось бы поблагодарить Дари, нашего постановщика, за то, что в любой ситуации всегда была с нами, всегда работала. И она вложила в каждого из нас частичку себя. И это правда был трудный месяц, даже больше для нее, для нас, для всех. И за это ей большое спасибо. И от нас, и от всех участников мимо тебе небольшой подарок дарим. Ты лучшая! Аплодисменты! Также хотелось бы сказать большое спасибо Ксюше. Это ее творение, тот танец, который вы видели. Это все она. И это правда тоже большое
спасибо ФССУ и Ананде за то, что он тоже был с нами, и он был очень строг на самом деле, но это шло нам на пользу, и спасибо за его любимое «Как приняли». Как приняли, ребята? Самое любимое. И также спасибо Гамбажаку, он был очень строг, но я думаю, это тоже послужило нам на пользу, ведь результат действительно классный, правда? Большое спасибо вам, ребята! Аплодисменты! Ну что ж, огромное спасибо участникам за такие теплые слова. Давайте я прошу вас еще раз громкие аплодисменты, пожалуйста. Ну а теперь мы переходим к самому долгожданному моменту. Церемонии награждения лауреатов конкурса красоты, таланта и грации «Мисс и Мистер Университет 2018». Итак, лауреатом конкурса «Мисс и Мистер Университет 2018» становится Ламажапов Салто. Ваши аплодисменты! Лауреатом конкурса «Мисс и Мистер Университет 2018» становится
нашего награждения. Награждение номинантов конкурса. Итак, первая номинация. Нужно отметить, что ребята сами выбирали, кто же станет мистером дружбы. Мистер Дружба становится Бадмажапов Шамсо! Ну и мисс Дружбой становится Шалунова Мария! Номинация «Мистер Интеллект». Ваши аплодисменты Сороковикову Александру! Александр, это еще не все! Не убегайте так быстро! Аплодисменты! Мистер Интеллект! Ну и номинацию «Мисс Интеллект» получает Даша Царинова Юмшит! Следующая номинация звучит так. Мистер и мисс зрительских симпатий. У нас проходило голосование, в котором, без сомнения, вы участвовали и голосовали, да, за своих любимых участников. Мистером зрительских симпатий 2018 года становится Бадмажапов Шамсон! И звание мисс зрительских симпатий достается Ирине Царепиловой! Аплодисменты! Ну что ж, пришло время для награждения основных номинаций. Номинация «Мистер Юность». Такая романтичная, красивая, прекрасная номинация. И победителем в ней становится Горбажапов Илья! Мне кажется, настоящий мистер Юность. Да, без сомнения, эта номинация подходит ему больше всего. Далее, мисс Юность достается Цветановой Лыгдане! Посмотрите, как девушкам идут эти прекрасные короны и ленты. Красавицы! Ваши аплодисменты! Лыгдена! Мисс Юность! Прекрасная номинация. Мистер Талант. Побеждает в ней, как вы думаете, кто? Ковелев Дмитрий! И его песня «Небо на ладони». Также в номинации «Мисс Талант» корону завоевывает Царепилова Ирина!
становится Басанов Сергей. Корону в номинации «Мисс Грация» завоевывает Ильина Анастасия! Ну что ж, уважаемые зрители, основные номинации уже были награждены, и осталось узнать имена 3 призеров и 3 призеров. Ну что, вы готовы? Вы ждете этого? Осталось всего 3 юноши и 3 девушки. И сейчас мы начинаем награждение призеров. Под ваши бурные аплодисменты! И начнем мы с номинации «Второй вице-мистер университет 2018 года». Мне кажется, вполне заслуженно вице-мистером университета становится Коноваленков Сергей. Сергей, просьба пройти сюда. Ваши аплодисменты. Второй вице-мистер университет. Итак, после того, как я объявлю имя второй вице-мисс, останется всего 2 девушки. Как и звание второй вице-мисс достается Унагаевой Владе! Вторая вице-мисс университета Унагаева Влада. Ваши аплодисменты. Итак, первый вице-мистер университет 2018. Бачуков Максим! Ваши аплодисменты, Бачуков Максим, первый вице-мистер университет! Ну что ж, звание первый вице-мисс университета 2018 года Бурятского государственного университета. 7 декабря 2018 года. Сколько времени? Не тяни, уже не могут ждать. Давай. Звание первый вице-мисс. И корона первый вице-мисс достается Ачирова Юлии! Первый вице-мисс университет! Ну что ж, пришел момент истины. Пришел. Пришел момент истины. Если честно... Тише. Ну, давайте немножко поинтригуем. Очень ответственный момент, но нужно все-таки произнести имя победителя. Самого достойного. Мистер Университет 2018. Барабанная дробь.
имя своей мисс. Хорошо. Мисс Университет 2018 года Бурятского государственного университета Зимилева Ксения! На счастье! На счастье! Аплодисменты! Мы приглашаем победителей на круг почета Мисс и Мистер Университет 2018. Ваши бурные аплодисменты! Вот они! Самые красивые, талантливые и грациозные студенты Бурятского государственного университета! Мисс и Мистер Университет 2018! У нас для вас есть еще небольшое объявление. Слово от организаторов сегодняшнего конкурса. Ну что, Бурятский госуниверситет, вот ваши мисс и мистер, давайте еще раз поаплодируем. Сейчас хотелось бы отдельно выразить благодарность главному постановщику 14-го ежегодного конкурса красоты, таланта и грации, студентке и выпускнице Института филологии и массовых коммуникаций Дарилу Дупова. Художественному руководителю студии современного танца Дарт Крю, студентке Восточного института Трифоновой Ксении. Ну что, друзья, на этом 14-й ежегодный конкурс красоты, таланта и грации Мисс и Мистер Университет 2018 объявляется закрытым. Дорогие друзья, спасибо, что вы стали частью сегодняшнего праздника. Без вас он не был бы таким ярким. Спасибо всем за вашу поддержку. До новых встреч!